Противоударный смартфон с тонким дизайном, встроенной подсветкой, 100-мегапиксельной основной камерой, камерой ночного видения, экраном на 6,6 дюйма, функцией Dynamic Island, процессором Helio G96, защитой по стандарту IP68, IP69K и MIL STD 810H, аккумулятором на 5000 мАч, быстрой зарядкой до 30 Вт, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к противоударному смартфону IIIF 150R3. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке из плотного картона, на ней есть название модели, а также ее краткие характеристики. Упаковка хорошая, в комплекте у нас краткое руководство пользователя, блок питания на 30 Вт с разъемом Type-C, далее сплетенный кабель для зарядки с Type-C на Type-C, сам противоударный смартфон и защитное стекло, защитной пленки нет. Установлены гибридный слот для двух сим-карт или одной сим-карты и одной карты памяти до 2 терабайт. Габариты устройства 167 на 80 на 12,4 мм, а вместе с блоком камер 15,2 мм. Вес смартфона 257 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю смартфон Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий под любым из роликов. Больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Розыгрыши раз в месяц. Присутствовать на стримах не обязательно, если победите, я вам напишу как раз в телегу. Переходим к обзору. В продаже есть две расцветки на выбор. Обе расцветки лично мне не особо импонируют. Смартфон выглядит как облегченная версия противоударных моделей. Боковые части рамы металлические, верхний и нижний торец имеют прорезиненную поверхность. Ко всему можно заметить слегка усиленные углы. Тыльная часть выполнена из пластмассы, качество материалов неплохое, что можно сказать и про сборку. По весу смартфон легче, чем обыкновенные противоударные смартфоны, плюс тонкий, но он довольно большой, одной рукой затруднительно пользоваться. На корпусе расположили разъем для зарядки Type-C OTG версии 2.0 без заглушки, кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качель регулировки громкости, мини-джека и К-порта, как и программируемые клавиши, здесь нет, за что отдельный минус. Далее есть микрофоны, один основной динамик, один разговорный, звучание здесь моно, что FL, плюс не самое лучшее моно. Настроек для персонализации звука нет, вибромотор слабенький и не настраиваемый, светового индикатора, к сожалению, также нет. Но с тыльной части установили ненавязчивую подсветку в виде двух колец в блоке камер. Выглядит она неплохо, честно говоря, летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,6 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей и соотношением сторон 20 к 9. Экран имеет защитные бортики, рамки, как и подбородок, здесь небольшие, но заметные. Вырез под фронтальную камеру круглый, а не каплевидный, за это плюс. Плотность пикселей 267 ppi, что ультра мало. При измерении яркости экран выдает всего 370 люксов, и это тоже мало, для использования на солнце яркости не хватает, но в целом пользоваться смартфоном в дневное время суток можно. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, мультитач на борту, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, как и распознавание лиц, но промахи проскакивают хоть и очень редко. Завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, но это сделать сложно. Завести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio G96, техпроцесс 12 нанометров, 8 ядер, и максимальная частота у него 2,5 ГГц. Графический процессор Mali ARM G57MC2, система на базе Android 14 версии, русский язык на борту, система работает не лучшим образом, так как некоторые приложения часто самостоятельно закрываются, а в интерфейсе встречаются подлагивания. На борту есть различные вспомогательные функции, разделение экрана, динамический остров для отображения информации в области фронтальной камеры, умный ответ на вызов, подводный режим для фото и видеосъемки, сумка с инструментами и не только. FM-радио работает только с наушниками. Далее, оперативная память LPDDR4X на 12 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, Bluetooth здесь версии 5.0, это тоже не очень хорошо. 4G сети со всеми бэндами здесь есть. Связь смартфон ловит приемлемо, проблем с датчиком приближения не было, как и с микрофоном. NFC-модуль на наличии, MirPay встает без проблем, GPS-тест в городских условиях показывает точность 1,2 метра, но определяет местоположение довольно долго. На то он и Helio. Далее, емкость аккумулятора 5500 мАч, по информации из приложений, полный цикл зарядки от родного адаптера питания до 30 Вт от 0 до сотки занимает 1 час 30 минут. Результат прогонки смартфона на автономность в PC-марке показал ультра скромные 6 часов 51 минуту, учитывая, что тест я проводил на
100% яркости, которая здесь не космос, и 90 Гц. Поедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi 4% заряда, за час игры в PUBG Mobile улетает 26% заряда. Сенсорный отклик плохой, яркость смартфон сбрасывает, но не перегревается. Плюс расход заряда аккумулятора неплохо оптимизирован. В любом случае это не игровой смартфон. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит он со следующими результатами. 107 гипсов минимально, 136 гипсов в среднем, 195 гипсов максимально на 100 потоках при 30 минутах. И график неутешающий. В Geekbench 6 в синглкоре 686, мультикоре 1675, GPU скоре 1286. 3D Mark показал Slingshot 2734, так непривычно видеть не максимум, правда? Slingshot Extreme 2000, Wildlife Stress Test 1123, Wildlife 1126, Wildlife Extreme Stress Test 334, Wildlife Extreme 333, Steel Normal Light Stress Test 141 и Steel Normal Light 140. В Antutu выдал результат в 370 тысяч попугаев, Storage Test показал 33 тысячи. Стресс-тест прошел плохо, думаю, по графику это и так понятно. Летим дальше. Air 3 имеет степень защиты IP68, IP69K и MIL STD 810H. Изначально я протестировал его на водонепроницаемость, и, что неудивительно, на него вода никак не повлияла. Но отмечу, что до утопления у меня были проблемы с зарядкой, так как в первый раз, когда я поставил смартфон на зарядку, он выдал мне ошибку о том, что в его разъеме есть вода. Странно, но факт. Также я пару раз его бросил на асфальт с высоты около метра, корпус получил лишь незначительные царапины. Краш-тест я проводил с наклеенным защитным стеклом, и оно после первого же падения треснуло. Но свою работу технически оно выполнило. Летим дальше. С тыльной части расположили основной сенсор OVA0B40 на 100 мегапикселей с апертурой 1.2 и максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 60 fps, за что отдельный плюс, кстати, так как можно в основном встретить только 30 fps на подобных смартах. Далее есть сенсор на 20 мегапикселей с датчиком для ночного видения. С тыльной части, кроме камер, можно увидеть 3 LED-вспышки и направленный микрофон. Фронтальный сенсор Samsung S5KG-D1SP на 32 мегапикселя с апертурой 2.0 и максимальным разрешением 1080p 30 fps. В стоке есть некоторое количество различных режимов, вспомогательных функций. Режим ночного видения стандартный, ничем не примечательный. Хорошо снимает он до 5 метров. Далее все в шумах. Камеры простенькие, в плане фото основной сенсор показал себя в целом хорошо, но вот качество видео на основной сенсор оставляет желать лучшего. Все из-за плохого автофокуса. Короткие примеры вы уже увидели, а сейчас сможете наблюдать, на что способен смартфон в плане фото. Далее, минусы: монозвук, радио только с наушниками, плохой процессор, ПО работает не всегда корректно, нет светового индикатора в верхней части экрана, нет мини-джека и нет программируемой клавиши. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Чаще всего всякие подобные смарты стоят дешево только во время распродаж. Резюмирую. III-F150 Air 3 можно рассматривать, если вам нужен смартфон за эти деньги, но с защитой от влаги и повышенной ударопрочностью. В остальном за эту стоимость можно приобрести много обыкновенных смартфонов с более производительным железом, лучшей камерой. На канале можете посмотреть мой топ-10 смартов до 30 тысяч рублей. От меня, как защищенки от девайса, максимально скромная да, потому что бренды упорно защищенки не делают, но это их путь. Другие эшелоны, вторые и третьи, клепают их только в путь, как говорится, иногда даже неплохо. Огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что на канале для стримов я последнее время провожу прожарки в ноль. Это значит, я беру смартфон и полностью пользуюсь в течение 5-6 часов для того, чтобы показать, как долго он может жить на одном заряде, чаще всего в играх. Так что не забудьте туда подписаться, если вам интересна реальная автономность в режиме онлайн. Добра и удачи вам, дорогие друзья!